Игорь, по сути, им не нужен. Им нужно нас оставить без жилья. Во двор уходит, в сарай заходит, в окошко заглядывал. Но он дома у себя. Но он детей пугал. Так он же отец. Он меня хотел сбить на машине на своей. Практически ее посадил на капот. Я ее прям так отдергиваю. Она меня сравнивала постоянно с мужиками. С прошлыми мужиками? С прошлыми. Что ты не мужик, ты вот такой-сякой. Он хотел повеситься. А как колдовала против вас свекровь? Она Скажите. подкидывала мне птицу, ножи подкидывала. Я вообще не бываю там у нее. Бабуля неадекватная, ее надо проверить. А дед такой же становится неадекват. Он мне бьет по рукам. Не обманывай. Как по-вашему, Татьяна может настраивать ребенка и против папы, и против бабушки и дедушки? Добрый день. Ну, как обычно, все самое интересное в семье Рябовых началось после развода. И ДТП, и преследование, и перцовые баллончики, и кувалда, и чего там только нет. А самое главное, что в первом ряду сидит их 6-летний сын и за всем этим наблюдает. Надо купить мальчику попкорн. Сегодня в нашей студии Татьяна Рябова. Она утверждает, что ее бывший супруг покушается на ее жизнь. Татьяна, здравствуйте. Что случилось-то? Мой Что бывший ему- супруг Да. Володя преследует меня и моих детей. И я боюсь за жизнь своих детей и за свою жизнь. И хочет нас лишить дома. А прожили-то вы сколько с ним? 7,5 лет. В законном браке 6 лет прожили. А детей сколько? Один совместный у нас с ним ребенок один. У меня от первого брака еще есть сын, 10 лет ему. Так, и как он вас преследует? Что делает? Он постоянно вместе со своей мамой караулит меня за воротами. Он через забор, через заброшенки перелазит к нам, по двору уходит, в сарай заходит. А с целью какой? Он хочет у вас ребенка отобрать, я думаю, что он ограбить хочет вас или меня что? ребенка забрать. Так вот, смотрите, какая история. Получается, что когда он к вам через забор перелезает или в сарай идет, это он у себя дома хозяйничает. Но он этим детей пугал. Он в окошко Но заглядывал. он дома у себя. Ну, я понимаю, но он детей пугал этим. Так он же отец. Ну, моему сыну, у меня сын от первого Подождите, но брака. он отец. Ну, отец в окно заглядывает. Как можно ребенка напугать? Ну, мог бы он и спокойно через дверь зайти к нам и... Подождите, если отец заглядывает в окошко, он не может этим напугать ребенка. Ну, правда. А вы, когда были в браке, вы где жили? Когда мы были в браке, мы жили у меня в квартире. У нас было все замечательно. Все хорошо было, пока мама его не начала влазить в нашу жизнь. Мне многие говорили, что не покупай рядом с мамой с его дом. Я послушала Вову, и купили мы недалеко дом. Подождите, вы жили в вашей квартире. Там мало места было, что ли? Ну, двухкомнатная квартира была, но мы хотели свое жилье. Эта квартира была моих родителей, и у нас с братом пополам. Мы решили взять ипотеку, первоначальный взнос, сделали мат-капитал. Понятно. А ипотеку кто брал из вас? Володя на себя оформлял ипотеку. А вы в браке были? Да, конечно, да. Давайте сначала посмотрим, как вы живете, потом продолжим этот разговор. Мы вот этот дом купили с бывшим супругом, с Владимиром. И взяли ипотеку. От бывшего мужа вот это вот осталось, он сам сделал. И дедушка нам купил вот эту нам микроволновку. Все, больше ничего. Ему все равно, как живет его сын. Покажи, пожалуйста, что тебе папа на день рождения подарил? А что еще тебе подарил? Даже этикетку я не отрывала, потому что он не хочет их одевать. Не нравится? Ну, хорошо. Какие-то игрушки вот такие мягкие в рот берет. Это из-за того, что бывший супруг Вова избивал ребенка мне. И из-за этого я подала на развод. Один раз он меня ударил по носу кулаком. У меня пошла кровь из носа. Я рад, что он с нами больше не живет. Я устала уже. Даже Игорь, их внук, не хочет к ним идти. Бабушка постоянно допрашивает его, постоянно ему наговаривает, что мама у него плохая. Что мама скоро умрет. Было же такое? Да. Игорь, по сути, им не нужен.
им нужно нас оставить без жилья. Этим они мстят мне, что я подала на развод. Слушайте, так а может быть, из-за того, что вы не даете видеться им с внуком, соответственно, с сыном, может, поэтому вас преследуют? Я не против, что ребенок общается с бабушкой, с дедушкой, но они сами подали в суд на то, что... Подождите, так если вы не против, зачем бабушке с дедушкой подавать в суд, если вы не против? С самого начала это все началось, когда бабушка приходила вместе с дедушкой и с бывшим супругом. Ну, тогда мы еще в законном браке были. Они начинали кричать это на меня, там, что я такая плохая мама, что я постоянно пью, не работаю нигде. Постоянно бабушка бегала в опеке, в вы ПДН. пьете? Выпиваю по праздникам. А вы работаете? Да, конечно. Официально работаю в хлебной лавке, продавец. Ну, то есть они просто так к вам претензии предъявляют, что вы Они в пьете? опеке бегали, они в ПДН, в соцзащиту бегали. Значит, все-таки они не Везде просто они так в суд обратились? приезжали. Дайте опеки. честно. Да. Вы не давали им видеться с ребенком. С самого начала, да, я Ну, была так вот, против. зачем тогда лукавить? Вы им не давали ребенка, они обратились в суд. Естественно, суд обязал вас давать ребенка, чтобы они встречались. Но вы по-прежнему этого не делаете. Так же? Нет. Сейчас по решению суда, пожалуйста, они первую и третью неделю забирают месяца И вы ребенка. даете? Конечно. Ребенок Прекрасно. сам не хочет идти к ним. Вы, я так понимаю, у вас один из главных мотивов, по которым вы пришли, это даже не то, что ваш муж вас преследует, а то, что он угрожает каким-то образом отнять у вас жилье. Да. А каким образом? Я его просила переписать на меня ипотеку. Он говорил потом, когда мне скажут. А что значит переписать ипотеку? Ну, он не оплачивал кредит, ипотеку. Я половину оплачивала. А сумма какая в месяц? 19 тысяч. 19 вы, 19 он? Нет, зачем? По 10 тысяч. Получается, А, у вас по 10. общая Да, у сумма нас 19, общая. по Один 10 вы выше. платите. Да. Вы продолжаете платить ипотеку, он не платит. И? Он не платил, в банке образовалась задолженность 217 тысяч. Чтобы в график нам банк подал в суд. Чтобы нам в график войти, мне сказали оплатить эту задолженность. Без разницы, я буду оплачивать или бывший супруг. Я попросила своего папу. Папа мой взял мне кредит. Мы оплатили сразу 217 тысяч. 2 месяца. Ну, я начала оплачивать всю эту ипотеку полностью по 19 тысяч. Потом он подал на банкротство. И когда в банке даже предложили, пошли нам на мировое соглашение, чтобы пришли, и он на меня переписал, и банк пошел нам на уступки, что я буду одна оплачивать эту ипотеку. Володя не появился, сказал, я его все просила, он потом, когда мне скажут. Но он же, наверное, хотел, чтобы какая-то доля этого дома осталась за ним. 500 тысяч он просил, он Просил? не долю просил, да. Подождите, 500 тысяч просил. да. А дом сколько стоит? В то время, когда мы покупали, 2 миллиона 100 тысяч он стоил. Я все понимаю сейчас, кроме одного. Ваш муж хотел и был готов сделать все, но, естественно, получить какой-то свой кусок. Я сейчас не буду обсуждать, правильно он поступает или нет, по-мужски или нет. Но в рамках законодательства он абсолютно прав. В рамках законодательства он был бы прав, если бы дом был выплачен, ипотека заплачена до конца, и там образовалась его доля, безусловно. Саш, ну он кусок которая... какой-то просил. Так дело не Какой-то он не кусок. платит. Ипотека не погашена. Какие 500 тысяч? Ты о чем? Я так понял, собственником является супруг, и если, Мы 2 собственника являемся. если один из них банкротится, то арбитражный управляющий выставляет недвижимость, так как она в залоге, даже если единственная выставляет на торги. После продажи недвижимости за счет вырученных средств погашается задолженность. И в этом случае, да, действительно, семья лишается дома. К сожалению, это так. А мат-капитал куда? Пока долг не погашен, можно о мат-капитале условно забыть. Пенсионный фонд перевел средства, доверив сумму, так сказать, собственникам, то есть родителям. Родители не справились с обязательствами, соответственно, недвижимость идет на торги, и дети, ну, естественно, не получают долю. То есть сейчас дети останутся у разбитого корыта, верно? К сожалению, да. Дети не получат свою долю. Такое часто бывает. Доигрались? Вы с ним вдвоем доигрались в игрушки? Я его просила, чтобы он Что я написал. А просила? он просто назло это все сделал. По Понятно. совету его мамы. Был такой момент, что даже он меня хотел сбить на машине на своей. Это как? Он меня пытался наехать на меня. Меня соседка оттолкнула. Мы идем и смотрим Володя.
едет. Она говорит, я боюсь. Я говорю, пойдем, не переживай, все нормально будет. Мы с ней идем прямо домой. Я слышу звук машины. Я вот так вот оборачиваюсь и смотрю, машина прям вот, ну, можно сказать, что он практически ее посадил на капот. Я ее вот, мы под ручку вот так вот шли. Я ее прям вот так отдергиваю сюда. Он останавливается резко, выскакивает, начинает матом орать, как сумасшедший. Просто так. Давай Или что-то поговорим, требовал? давай поговорим. Она говорит, мне некогда, я не буду с тобой. Вся трясется, Так что он расплакалась. хотел-то, я не могу понять. Непонятно. Ну, он вам когда-нибудь говорил, что он хочет? Ну да, я, говорит, хочу вот Татьяну лишить родительских прав. Я говорю, причина. Ну, ты же знаешь, что она пьет? Я говорю, нет, я не знаю, что она пьет. Лично я не видела, чтобы она там где-то пьяная ходила, Так, либо он она хотел валялась. ее лишить родительских прав. Да. Он в суд меня подговаривал, чтобы я пришла, на нее наговорила в суде. Я сказала, нет. Что он хотел в суде-то? Ну, чтобы я пришла и сказала в суде, что Татьяна пьет, что у нее там и мужики... она пьет? Я вам говорю, я не видела, чтобы она пила. Вот не видела. А мужиков видели? Нет. У нас дом двухэтажный, то есть у меня ихний двор видно абсолютно. Подруга ваша сейчас одна живет? Нет, с сожителем. То есть есть он всё-таки. не мужик. Но это же сейчас, а на то время его не было. Она одна была. Так как зовут мужчину, с которым вы сейчас живете? Радик. А Радик знает, что происходит в ваших отношениях с бывшим мужем? Да, знает. Суд, я так понимаю, определил время, когда отец может общаться с ребенком, верно? Да, по решению суда каждую первую и третью месяца в пятницу в 17:00 бабушка с дедушкой должны забирать ребенка и передавать папе в субботу в 19:00 до воскресенья. Этот график хоть раз соблюдался? Да, конечно, и расписки писались. Понятно. Потому что А когда бабушка... перестал А соблюдаться когда этот перестал? график? Когда ребенок перестал ходить. А когда Он, это? мам, я не хочу идти. Когда Пожалуйста, это? не Нет, отдавай. когда это произошло? Месяца 2 назад. А ребенок это кому озвучил, что он не хочет к бабушке идти? Вам или бабушке с дедушкой? Он и бабушке с дедушкой озвучивал. Он сначала мне обзвучивал. Когда вот дедушка один приезжал, он всегда ходил к нему. А бабушка, вот я не знаю, она прямо выходит, он, мамочка, пожалуйста, я не хочу идти Пора туда. Владимира пригласить, потому что у него-то главная претензия. Ну что вы ребенка не даете ему видеть? Какая у него Конечно. претензия? Да. Владимир, идите к нам. Здрасте. Ну что, ветеран-изверг? Преследуете Татьяну? Жить Я ей не не даете? преследую. Я как бы с ней по-нормальному хотел пообщаться, как насчет дома, насчет всего. И мне она не дает ребенка видеть. Давайте с вашей все-таки точки зрения вернемся назад. Вы жили-то хорошо? Сначала впервые все нормально было. Ничего даже, она не нуждалась, она не работала. Я работал в основном. У меня 2 работы как бы было. Ну, слушай, все хорошо, ребенок родился, вы ребенка любите. Что вдруг разбежались-то? Как бы у нее постоянно было такое, то, что она меня сравнивала постоянно с мужиками. С С другими? еешними, которые были, да. С прошлыми С мужиками? прошлыми, которые были. И дайте догадаться, не в вашу пользу сравнение было, правильно? Ну и как бы меня это все задевало. Мое мужское достоинство, она как бы опускала ниже плинтуса, и все. Понятно. А ваша мама при чем здесь? Как бы моя мама, она ей подсказывала, что как делать. Слушайте, ну подсказывать можно по-разному. Нет. Можно говорить, она- давай, любимая невестушка, я тебе помогу, давай так. А можно говорить, слышь, ты тупая дура, ничего не умеешь, сейчас тебя Ничего научу. такого не было. Ничего такого не было. Потому что мы не изверги. Мы нормальные люди, Так все-таки, адекватные. подождите, вы развелись, я не понял, вы развелись с Татьяной, потому что она втаптывала ваше мужское достоинство ниже плинтуса, верно? Да. А она Сравнивала. изменяла Она вам? вам изменяла? Но в тот раз было, что она говорила, что да. Я ему такой один раз сказала, чтобы он на меня обратил внимание, потому что он долгое время не обращал на меня внимания. Я просто так ему сказала. Просто так. Просто Подождите, а просто... Не просто так, вы еще фотку показали мужика, с которым вы ему изменили. так. Это старые Было. фотографии. Было были. такое? Она мне Это прислала старые это все, фотографии были. фотографию. Потом я посмотрел, я ей позвонил и говорю, ты что, мне ты это присылаешь? Если Зачем? она вам фотку мужика присылает, Да. вы в шоке. Это кто? Она говорит, это тот, с кем я тебе изменила. Да.
Она Вы так сказала. обратили после этого на нее внимание? Нет, уже как бы отвращение уже. Как бы я ей сам не изменял, почему, допустим, она должна мне изменять. Так, а что там Я за был история где-то. с домом-то? Насчет дома, когда я ей позвонил, сказал то, что так, объяснил всю ситуацию и давно уже говорил. Я говорю, что будем с домом-то делать? Тебе какая разница? И все. Подождите, ну вы вот сейчас пошли же на шаг, что объявили себя банкротом, или это тоже фигня? Да, объявился я банкротом, потому что у меня сейчас, как бы затруднения. Она предлагала вам, что она будет платить всю ипотеку? Нет, не было такого. Я предлагала этому неоднократно, чтобы он переписал. И ему даже в банке предлагали, чтобы он свою долю переписал на своего сына, а на меня переделать полностью ипотеку, чтобы это я оплачивала дальше эту ипотеку. Она врет сейчас? Да. Она всю жизнь врала Это мне. в банке так сказали. А что значит она всегда врет? Во-первых, то, что говорила родителям, то, что не говори родителям, где мы находимся и что остальное. Но мать у меня переживает за моего сына. Я тоже сам переживаю за своего сына. Во-первых, он плохо ест. Так. Как бы на железной дороге они гуляют втроем. Там Диана, Игорь, без сопровождения взрослых. На Сакмару ходит на речку, тоже втроем. Не дай бог утонет. А Диана кто это? Это Диана, это сестра от мужа Ешина. А сколько Диане лет? Где-то 9, наверное. Нет, это неправда. Скажите вот еще, что вы на машине-то давили ее? На машине? Нет, я не давил ее. Зачем ты врешь, Володя? Я Ты вру. меня не видел там? Я и вру. Ты меня видел там? Ну да, Ну, вру. было? Ну, было кто дело, Володь. из нас, кто врет, это ты. Я о другом. А вы почему вот собрались ее лишать родительских прав-то? За что? Выпивала, ничего дома практически не делала, отдыхала, спала. Это все так оно и есть. А вы ПДН вызывали к ней? ПДН вызывали, у нее там знакомые, оказывается. Подождите, а вы вот все претензии к ней, как матери, стали озвучивать после развода? Или вы во время семейной жизни вызывали ПДН, опеку и всех остальных? Как вам объяснить-то? Как было, так и скажите. Когда мы жили, она всегда сотрудников полиции вызывала на меня. За что? Всегда. Как бы я там ребенка гноблю и все остальное. Нет, Старшего. Детей я люблю очень сильно. Он меня называл папой, мы ездили с ним на рыбалке, там, на природу. Слушайте, и вот всё она, остальное. давайте так, это лирика. Вот она вызывает полицию. Хоть раз протокол был составлен на вас по какому-нибудь происшествию? Не было вообще То есть ничего. она вызывала- И не было никаких штрафов, ничего не было. То есть она вызывает, они приезжают, все нормально? Они приезжают, да, все нормально. А вот ребенок нам, Саша, сказал, что вы ему дали кулаком в нос. Это благодаря маме. То, что она его настраивала против меня. То есть вы его не били кулаком Нет, в нос? никогда я его не бил. А у меня вопрос к маме. Когда он ему дал кулаком в нос, это же было? Это было. Вы Но писали заявление? Я писала неоднократно заявление, Нет, что... именно на тот случай, когда нет, он... на тот я не Почему? писала заявление. Ребенок мне объяснил, что, мам, я ударился об стол. Он сначала мне так объяснял, потом мне сын рассказывает: мам, я уже устал, что папа Вова, да, он его папа называл, с 2,5 лет он его воспитывал, папа Вова меня избивает, папа Вова меня постоянно гнобит. Я говорю, в чем дело? Почему ты раньше ничего не сказал? Ты, наверное, немножечко привираешь. Он говорит, нет, мам. Я говорю, ладно, хорошо. Я с Вовой поговорила и попросила, говорю, Вов, зачем ты издеваешься над моим сыном? Он говорит, я его не трогал. Я начала присматриваться за этим. Он начал, моего ребенка постоянно обижал, постоянно кричал на него, постоянно, как говорится, бил, но, правда, прутиком по жопе. Послушайте, вы правда считаете, что мы все сумасшедшие? То есть мы жили, не тужили, все было хорошо. Видимо, до этого вы за своим ребенком вообще не присматривали и вообще не наблюдали. Вдруг вам сын говорит, мам, должен тебе рассказать, он меня все время обижает. И тут вы увидели, что он его, оказывается, гнобит, издевается, бьет. Где вы раньше-то были? Вы сказали, что она ребенка настраивает постоянно против вас, бабушки и дедушки.
А вы его настраиваете против мамы или нет? Я никогда его не настраивал. Хорошо, давайте посмотрим, как вы и ваши родители вспоминают о тех временах, когда встречались с Игорем. Катает постоянно. Постоянно катаем. Везде кругом бегаем, это вообще. Когда ему глаза завяжешь, он откроет, и так один глаз смотрит, где мы. Опустит и бежит. Ой, было такое. Только сейчас почему-то не видим. Да. Здесь как бы это его комната. Я ему сказки рассказываю. Конечно, очень скучаем мы по нему. И переживаем за его здоровье. Последний раз, вот когда мы приехали, там столько народу было много. Он вышел, просто смотрю, ну, забитый мальчик. Заплакал и убежал. Не бойся, я говорю, пожалуйста. Это поздоровайся, Галюш. Иди, Не стесняйся, не бойся. Мы тебя не обидим. Игорь, все, успокойся. Все, иди, успокойся, все. Я не знаю, что с ним происходит. Последний раз я ему позвонил. Ну, в принципе, договорились с ним. А ты завтра в гости ты едешь? Поедешь? Ну, пожалуйста. Наверное, пойду. Ну, давай, я тебя завтра жду. Ну ладно. Ну, надеялся, да, что он действительно поедет со мной. А потом настроение упало. Малыш, папа! Сыночек! Все, беги, все, успокойся. Не ожидал такого поворота вообще. Я считаю, что она его настраивает против нас. Она даже нас запугала смс-ками, постоянными шлет с угрозами. Поэтому запросто она и внуков накрутила. Считаю, что это из-за дома. Она планировала там жить, и чтоб я как бы ей платил. Не вышло. И она все это начала делать из-за мести. Честно говоря, в этом сюжете Любовь Николаевна, ваша мама, не выглядит корнем зла, как ее считает Татьяна. Но хочется убедиться своими собственными глазами. Любовь Николаевна, идите к нам. Здравствуйте. Это нам нужна помощь, чтобы нам поверили и дали общаться с внуком. Когда они жили в квартире, у них там было очень грязно. И мы с мужем, увидев вот эту обстановку, делали ремонт с мужем за свой счет. Потому что на кухне там вообще невозможно было находиться. Там вот такой слой грязи. Плита вообще была очень грязная, жирная. В ванне там тоже бардак. Мы сделали ремонт. Но когда мы делали ремонт, Таня в это время спала в комнате. Ни чая она нам не предлагала, ничего. Вот. Потом они взяли ипотеку. Но мы не думали, что вот это будет такой конец. Мы сидели с внуками, всегда помогали ей. И деньгами помогали. И в доме построили за свой счет сараи, забор отгородили. Все за свой счет. И овощи там, это все мы, у нас и огород свой, и все. Вы мне вот что скажите. Вот Да. сейчас получается, что ваша невестка не исполняет решение суда. Не исполняет. И вы пришли с приставами. Да. И приставы не смогли исполнить решение суда. Ну, они и не захотели это Ну, исполнить. поскольку ребенок испугался такого Да, количества конечно, незнакомых людей. конечно. А у вас всегда так встречи с Игорем происходили? Нет, не всегда было так. Когда мы обратились после суда, она нам говорила, что все равно вы не получите, вы все равно не будете его видеть. Мы обратились к приставам. Приставы пару раз приехали, она спокойно отдала. Но потом у ней где-то, значит, появились знакомые, и пристав нам прям вот в глаза начал говорить, что вы, как бы вы ни бились, она сейчас все документы соберет, подаст опять на пересуд. Ей не понравилось то, что
сколько дней мы видимся. Мы А видим сколько дней? всего Какой у вас график? 2 раза в месяц мы. В пятницу, первую и третью пятницу. С 5 часов вечера и до 7 часов вечера, значит, субботы. Он у нас находится. А вы только младшего забираете? Только который ваш да. по родне? Сейчас да. А к Потому старшему что вы как относитесь? Мы нормально относимся. После развода он к нам приходил. Он нас всегда и бабуля, и дедуля. Но она его так запугала, когда я один раз его увидела на школьном дворе, я подошла к нему. Он вот так вот: не надо ко мне, не подходите, мама меня изобьет. На следующий день Таня написала на меня, как говорится, заявление в полицию, что я преследую ее сына. Понятно. А Вот. что за история с отравлением вашего сына Владимира? Это наше мнение. Когда она его застраховала, у него начались проблемы со здоровьем. Он в онкобольнице, как говорится, пошел. У него там начали в горле какие-то папилломы расти, ему выдергивали. Каждый раз его скорая забирала, у него начали одышка, задыхаться он начал. Вот. И Так это она отравила его, что ли? И у нас сложилось мнение, что да, что-то она его подсыпает. Так она его жизнь застраховала, она его потом пыталась убить? Да, он хотел повеситься. Вот этими, как говорится, микрозаймами. Она его постоянно гнобила, что ты не мужик, ты вот такой-сякой. И человек хотел повеситься. Татьяна, это ваши микрозаймы? 55, 16, 7. Да, вот они там, да. Это все ваше? Это мои, да. У меня 29 тысяч задолженность всего лишь. Я полностью все задолженности погасила. Это старые выписки все. Его, да, юристы ихние, это, как говорится, там меня тоже грязью на судах поливали, и они поливали. Она тогда Володе, моему сыну, говорит: скоро мама твоя подохнет, как она говорит. Я была на похоронах, там кто-то у нее умер. И я ее фотографию засунула в гроб, чтобы она побыстрее умерла. Да, я это говорила, я не отрицаю, Мы но я ее ничего не этого не делала. преследуем. А как колдовала против вас свекровь? Скажите Она мне. подкидывала мне птицу, кошку возле этого, ножи подкидывала. Мне даже подруга приходила, говорит: а что у тебя дохлое здесь? А я говорю: это знаю, это моя бывшая свекровь. Я эти вопросы вам обеим задал только для того, чтобы убедиться, что я в своем уме, а вы не очень. Вот честно говоря. Да. Потому что я вообще не мог поверить, как взрослые женщины, обе матери. Одна говорит, что она мою фотографию в гроб засунула, Так чтобы я это сдохла правда, быстрее. как выяснилось. Ну да, а другая ей птиц дохлых Да подкидывает, я и вообще кошек. не бываю там, у нее. Вы люди взрослые. Конечно. Деритесь как хотите. Мы здесь собрались по одной простой причине. Нам почему-то кажется, что ваши разборки, что там между ними, может, он ее любит до Сильно сих пор. влияют на Опять, ребенка. да, Вот сильно именно, влияют на поэтому мы ребенка. и Давайте, приехали. так, вот давайте посмотрим, что приходится чуть ли не каждый день, приходилось, по крайней мере, видеть 6-летнему мальчику. Семья это неадекватная. После развода бывший муж приехал за своими вещами. Увидел кувалду, он ее схватил. Вот. Я начала выдергивать, и она соскочила, и ему ударила по руке. 6 раз она нанесла ударов. Вот отсюда до локтя синяк был. Потом я развернулся, она прям со всей дури вот сюда нанесла удары. Я взял тазик, ну и в нее швырнул. А в куртке была, в толстой куртке. Я не знаю, откуда у нее там синяки появились. Здесь был лед, они были тяжелые. Я вот этот удар почувствовала, и получается, не могу ни встать, ни разогнуться, ничего. Он молча прям повернулся и убежал. Она реально могла меня прибить. Она и хотела в голову мне попасть. Бабушка с дедушкой постоянно при передаче ребенка устраивают скандалы. Был случай, что расписку дед у меня пытался выхватить и меня оттолкнул. Я вот так вот ударилась вот об этот угол. А если бы я головой ударилась или виском ударилась, все бы насмерть. Она далеко от этой двери стояла. Она вот так вот вытащила, где-то 2 метра, наверное. Вот стояла вот так вот, обняла внука. А эта рука, с которой распиской, была у нее здесь вот правая рука, правая. Я ее просто выдернул, и все. И дотрагался, не дотрагался. Ну, и придумал, что я на нее напал. Знаете, это вообще вот история началась совсем не как вот это она объясняет, а совсем давно. Она, честно говоря, хочет, чтобы дом ей остался. Так. Вот только из-за этого и сыр-бор идет у нас. Он звонил вот ей последний раз, когда у нас должен был с внуком свидание. Он позвонил ей заранее, в обед. Дашь внука, сына? Она ему говорит, что вы лишаете, значит, его дома,
и внука не получите. Я поражен вообще всей этой историей. Я не понимаю, как вы в этом живете. Я просто не понимаю. Есть решение суда. Но что проще? Передать ребенка? Нет. Для передачи ребенка был нанят отдельный человек. На этого человека была выписана доверенность. Зовут этого человека Юлия Алехина. Она с Игорем часто сидела и, обладая доверенностью, да, передавала бабушке с дедушкой от мамы сына. О как! Давайте ее позовем. Здравствуйте, студия. Юлия, Здрасте всем. у вас какая работа в этой семье была? Ой, мне написал Таня доверенность, чтобы я следила за ребенком. Передавала родителям, дедушке с бабушкой и папе. А какие у нее отношения со свекровью? Вот так, со стороны, скажите нам по-честному. Ой, со стороны вообще никаких. Это какой-то кошмар. Что Мы никаких? постоянно кричит. Постоянно вообще, как неадекватная женщина ведет. Кто кричит? Свекровь? Да, мат. У нас даже вот приезжает полиция, вот передаю я с людьми, с военными, ну, с такими людьми, они сами говорят, что бабуля неадекватная, ее надо проверить. А дед такой же? Нет, дедушка очень был поначалу Нормальный. хороший. Дедушку я даже как-то и поуважала, если честно сказать. Это. Потом проходит время, вот последний раз, приезжает дедушка с бабушкой, вот, с бабулей приезжает. Ну, я стояла как... в доме, они там. Начала бабушка кричать на соседей. Соседей у нас началось. Вы зачем выходите, зачем вы идете? Когда я вас на суды звала, говорит, то якобы вы не приходили, а сейчас вы зачем сюда понабежали и все остальное. Я это слышу, конечно. Потом вызывают бабушку с дедушкой. Бабушка заходит с камерой, с телефоном. Ей раз сказали, нельзя с опеки. Ей второй раз сказали. Тут она переходит на меня с этой камеры. Я тебе сказала, бабушка, убери, говорю, камеру. Мне не нравится, что ты меня снимаешь. Она мне говорит, сейчас прям буду я тебя, мол, того слушать. Я говорю, будешь, конечно. Тут дед. Где дед? Вот. Дед рядом стоял с этой бабушкой. Ну, охрана, муж и жена. И тут же одна стал сатана. тоже неадекватом. Тут дед, да, становится неадекват. Он мне бьет по рукам. То, что я вот так камеру закрываю. Не обманывай. Я недолго думаю, я говорю. Я не обманываю. Я ему по рукам даю. Скажите, пожалуйста, когда вы привозили ребенка к бабушке и дедушке, как он реагировал? Поначалу он к деду шел. Мы всегда проходим даже с детьми, когда я прохожу. Всегда дедушка выходит со своей калитки. Я говорю, здоровайся с дедуленькой, иди поцелуй. Там, ну, может, конфеток даст дед или еще что-нибудь. Просто дед обнимет, и все, мы дальше пошли. Тут в последнее время нас начал вообще муж все лето караулить. Слушайте, но если так все было хорошо, и он шел к дедушке, что У них случилось? замечательно поначалу Так всё а было. что случилось-то? Что произошло, что он перестал хотеть идти к бабушке и дедушке и к папе? А, знаете, вот такой, я его спрашиваю, почему ты не идешь к дедуле, к бабуле? Он мне говорит, ну, что Юля говорит, я приеду туда, а бабуля меня посадит, как дурачка, говорит, и весь день я сижу, а папа уезжает постоянно. Как по-вашему, Татьяна может своим отношением к папе настраивать ребенка и против папы, и против бабушки и дедушки? Нет, такого у нас не было. Нет, давайте а вы послушаем. уверены? Такого у нас не было. Давайте Не было. послушаем сейчас, потом обсудим. Я тебя медленно буду уничтожать. Ни ты, ни твоя тварь, мама, больше не увидит сына. Ты что-то грубишь больно. Я двое суток не слышала своего сына. И твоя мамаша ответит за то, что она мне не давала общения с ребенком. Мам. Да, сыночек, родной мой. Зайка моя, мы очень тебя сильно любим. И не слушай, что эта тварь старая говорит. Больше ты туда не пойдешь, я тебе обещаю, я тебе клянусь. Ты не мужик, ты баба, тряпка половая. Говорят, даже дети об этом говорят. Поэтому сын не хочет с таким отцом общаться. Он говорит, мама, это не папа, это черт. Вы гнилые люди. Просто тряпка половая, который помыли,
полы и выкинули. Черт, ты чертила, конченая. Ты будешь ползать у меня перед ногами, а я тебя буду пинать, как ты меня пинал, мразь. Да, со злостью могла сказать. Со злостью много могла Потому сказать. что мы не знали, что он записывает это все. Мы откуда знали? У них это 2 года. Конечно. А подружка ваша в этот момент трезвая? Таня? Вот здесь она трезвая? Трезвая, а почему? Может быть, на день рождения была, но вы голос себя не немножко слышите, выпивший, я слышу. Но это нормально, да? Все, что вы наговорили. Ну, я же не при детях это все говорила. Вы сыну сказали про старую... Чего? Ну да, виноват. Разговоров нет. Если бы ты знал, может, ты не записывали бы. Это же вы сыну сказали. Про это, да, сыну Ну. говорила своему. А вот теперь давайте на секунду задумаемся, да, что у мальчика в голове происходит в этот момент. Кошмар. Мы с Игорем пообщались. В 6 лет все-таки. Я знаю, что это за возраст прекрасно. От него можно услышать разные откровения. Вот мы и услышали. Моя семья – это мама, мой брат и я. А бабушка с дедушкой – это твоя семья? Нет, на мое день рождения бабуля с дедулей были тут. Это было 3 года назад, а потом они не приходили. Ты поэтому не хочешь к ним? Они заставляют есть либо сосиску, либо суп. Когда я еще не голодный, они не хотят покупать какую-нибудь игрушку. Когда я у мамы попросил автовоз, она купила. Бабуля говорит, что мама мадам. Мадам? Именно мадам. А что это значит? Я сам не знаю. Мама, что тебе рассказывала про бабушку и дедушку? Что они плохие. Она говорила, что я больше к ним не поеду. А про папу? Всякий мат. Что он тоже плохой. Я их не люблю. Я только маму. Я не хочу к ним ехать. Когда захочу, тогда пойду. Это по решению суда. Я с мамой всегда ходил к приставу. Вот и я это услышу. Если бы бабушка и дедушка приходили сюда, с тобой здесь играли, тебе бы тогда это устроило? Если бы они потом уехали бы, то да, то я бы с ними общался. Но туда я к ним не хочу. И пусть они не заставляют даже. Я общалась с Игорем до встречи с вами, да, сейчас. Бабушка, он боится вас. Вы в курсе этого? Ну, потому что с Наханом постоянно... Бабушка с дедушкой постоянно ругаются дома. Татьяна, я не знаю, что сделал ваш бывший муж, честно. Ну, за что вы его так ненавидите-то? Я его не ненавижу. Как вы с ним общались, мы все это прекрасно слышали. Вы просто его, ну, как мужчину не воспринимаете. Вы сыну об этом говорите. Что же делается с вашей стороны? Папа, бабушка, дедушка, вы также наговариваете на маму, внуку. Ничего не говорили. Я сама это сегодня слышала. От него лично, от вашего ребенка, да? А теперь смотрите, маленький ребенок, он априори любит маму и папу. Что у него происходит? У него внутренний конфликт, потому что мама априори хорошая, папа априори хороший. Но мама говорит, что папа плохой, а папа говорит, что мама плохая. Что вы из него хотите сделать-то? Помочь вам с вашими ошибками совершенными мы точно не можем, и никто вам не в состоянии помочь. И мы тоже это вынужденная мера Подождите, была. так в этом никто не поможет, вам никто не поможет. Это вы вышли за него замуж, это он на вас женился. Это вы друг другу на зло решили просто этот дом пустить на воздух. Ребенок вам точно за это спасибо не скажет. Денег нам не хватает. Но если папа бы платил бы элементы, было бы, конечно, бы попроще и полегче. Нашел себе новую подругу. Поэтому он от вас и ушел, да? Да, он нигде не работает. На что же они бухают тогда? А она получает пособие. Где только деньги нужны. Так деньги-то нужны-то на ребенка. Почему вы вышли от Гали? Погоняла меня на дачу. А до этого ты что делал? Приходил и спать ложился. Да, конечно, начинает есть эту курицу, дети гарнир доедали. Галь!
Да. А вы полицию вызывали, чтобы он курицу не жрал, что ли? Нет. Он пытался как бы с Галей по-человечески поговорить. Сколько раз ты мне звонила, говорила, иди забирай своего чудовища пьяное. Ты просто взял, погубил маме на здоровье, Андрюх. Но это был мамин выбор жить с ним. Думаю, все-таки ребенок первый у меня рос без отца. Ну, жалко и второго. Который сейчас в эту студию войдет.